Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодня мы поговорим о бюджетных клонах люксовой парфюмерии. Конечно же, иногда бренды делают это специально, иногда, я думаю, что не специально. Так, есть копии среди парфюмов примерно одной ценовой категории, но это не так интересно. Конечно же, всегда интересно найти более дешевый аналог люксовой парфюмерии. И именно об этом мы и поговорим с вами сегодня. Несколько лет назад Том Форд выпустил свою знаменитую и уже, можно сказать, легендарную Lost Cherry. Аромат, который стал безумно популярным. Но также совсем недавно была выпущена вариацию на тему Lost Cherry, а именно это аромат Smoke Cherry. И если вам нравится оригинальная Lost Cherry, то скорее всего, что и эта вишенка вам также придется по вкусу. Здесь аромат очень такого приятного, свежего, чуть с кислинкой вишневого сока в сочетании с табаком. Это основные ноты, которые я здесь слышу. Аромат густой, глубокий, и есть в нем очень красивая такая терпкость, дерзость, что придает аромату дополнительной пикантности. Здесь очень красивая, сексуальная, томная, дымная вишня. В верхних нотах вишня и шафран, средние ноты нам открываются кожей, оливками, османтусом и абрикосом, и в базе дым и древесина. Ну и, конечно же, как мы все понимаем, ароматы от Тома Форда, хоть они и безумно манящие и прекрасные, но стоят они совсем недешево. И за 50 мл этой вишенки вы отдадите в районе 350 евро. И здесь нам, как, впрочем, и часто, приходит на помощь арабская парфюмерия, а именно парфюм Just Anabi практически полностью повторяет вишенку от Тома Форда. Очень насыщенный, густой, красивый, такой же сексуальный и пленительный. И вишня здесь звучит также очень реалистично в виде вишневого сока. При этом цена здесь гораздо более бюджетная и приятная. За объем в 2 раза больше 100 мл вы заплатите в районе 25-30 евро. И это просто подарок. Верхние ноты здесь идентичны. Это вишня и шафран. Средние ноты – дым, османтус и кожа. И в базе – ветивер, мускус, нагармота и кедр. Как мы видим, ноты очень похожи, и действительно это очень схожее звучание. При слепом затесте не факт, что вы сможете их отличить. Фредерик Маль выпускает настоящие парфюмерные шедевры. И один из них – Muscre Vigère. Очень яркий, насыщенный, громкий, нескромный, восточно-пряный аромат. Подойдет не всем, но однозначно очень неординарный и привлекающий внимание. И есть в нем такая нотка телесности, я бы сказала, которая для одних является отпугивающей, так для других безумно притягательной и сексуальной. И, как по мне, это парфюм исключительно для холодного времени года. Если вам нравится в парфюмерии сочетание мускуса, специй, лаванды, то это именно то, что вам нужно. Сам аромат является унисексом. И если говорить про мои ассоциации, то это дым, костер, что-то раскаленный воздух, что-то очень горячее. В верхних нотах здесь лаванда, танжерин, бергамот, кориандр и нероли. В средних нотах корица, гвоздика, корень ириса, а также османтус и роза. И база – это мускус, ваниль, бобы тонка, амбра, пачули, животные ноты, кедр, гвояк и сандал. И за 100 мл вы отдадите в районе 300-310 евро. И следующий парфюм, я не буду говорить, что это абсолютно стопроцентная копия и клон, но это действительно очень и очень похоже. При этом очень бюджетная цена. За 50 мл вы отдадите всего лишь 30 евро. И это парфюм Miare Laborario. Действительно очень похож на его более дорогого собрата. Здесь тоже сочетание мускуса, лаванды, корицы, чуть-чуть ванили. Нужно сказать, что в самой пирамиде я не нашла лаванды, но я чувствую ее такую терпкость и шероховатость. И действительно это очень похожее звучание. И единственная разница, которую я могу заметить, что раважер ощущается более горячим и более огненным, тогда как этот парфюм я бы назвала чуть поспокойней.
И хочу сказать, что при такой огромной разнице в цене, это тот случай, когда, да, это не идентичные парфюмы, но это очень-очень похожее звучание, и действительно стоит попробовать, потому что аромат вполне неплох и очень похож. И вполне может стать отличной бюджетной заменой. В верхних нотах здесь корица, апельсин, бергамот и роза в средних нотах, сандал, кваяк, кедр и пачули, и в базе амбра, ваниль и мускус. Если вы смотрели мои предыдущие видео, то наверняка вы знаете, что Делина от Parfum de Marly является одним из самых продающихся парфюмов в мире. Это не зря, потому что Делина прекрасна, Делина это весна, это нежность, девичьи грезы, это отличный розовый аромат, пьянящий, нежный, манящий и женственный. В Делине безумно красивое сочетание розы, пиона и ревеня. В ее верхних нотах личи, ревень, бергамот и мускатный орех в средних нотах. Роза, пион, молекула питалия, мускус и ваниль, и в базе кашмиран, ладан, кедр и ветивер. Ну и, конечно же, Делина совсем не бюджетный парфюм. За 75 мл вы отдадите в районе 250 евро. В то время как арабский Мейсон Алхамбра предлагает нам прекрасную Делию всего лишь за 35 евро за 100 мл. Здесь сразу видно, на что это копия, сразу все понятно, но нужно сказать, что схожесть, конечно же, не только в самом флакончике, но и в звучании парфюма. Здесь та же весна, та же юность, тоже прекрасное сочетание розы, пиона, кислинки, личи, тоже звучание ревеня. Думаю, что при слепом затесте не всегда даже их можно различить. Такой же прекрасный, юный, очень красивый и женственный. Аромат о весне, девичьих грезах и юности. В его верхних нотах личи, ревень и бергамот, в средних нотах роза, пион и лилия, и в базе мускус, кашмиран и ваниль. Но на этом у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Я очень благодарна за ваши лайки, за ваши комментарии, а также подписку. Ну а я желаю вам отличного дня и приятного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!